Знаменитую душевную серию, как мне кажется, можно назвать чуть ли не главным игровым явлением последних 10 лет. В очень сжатые сроки она стала культовой, заимела гигантское влияние на всю индустрию, а также обширную и лояльную фанбазу. Ее рисуют, ее элементы вставляют в свои проекты к месту и не очень, с ней сравнивают все подряд, даже когда это не очень уместно, и у нее есть много последователей. Много последователей. Но когда вспоминают души, очень редко кто-то говорит о каких-то сюжетных вещах. Принято считать, что сюжета в них в общем-то и нет, а есть только лор из описаний предметов с предысторией той или иной локации. И действительно, у какого игражура не спроси, или у какого обывателя не поинтересуйся, чаще всего услышишь именно такое мнение. Закономерный вопрос. Что этот ваш Dark Souls забыл в нашей рубрике, где мы вообще-то разбираем сюжетные проекты? И не обычные, а претендующие на какую-никакую глубину. А я вам отвечу, что ему здесь самое место. Я убежден, что в Dark Souls есть не только лор с предысторией, но и полноценный сюжет. И этот сюжет можно даже по-своему назвать гениальным. Сегодня я докажу вам, что для сюжетной глубины совсем не обязательно расписывать гигантские ветвистые диалоги, уходить в максимальную кинематографичность или зазывать к себе именитых актеров. Но для начала нужно напомнить, а кому-то и поведать, что там в этом вашем Dark Souls'е вообще происходило. Изначально мир был серым и почти бесформенным, затянут дымкой и усеян гигантскими деревьями, которые служили домом для великих драконов. Существа эти обладали... Они видели и знали почти все, но, тем не менее, им ни до чего не было дела. И уж тем более им не было дела до нижайших существ, которые копошились снизу под могучими деревьями. Сложно сказать, сколько это продолжалось, ведь тогда не было даже понятия времени как такового. Но однажды эта эпоха закончилась. Однажды в этот мир пришло первородное пламя и принесло с собой разделение. Тепло и холод, жизнь и смерть, свет и тьма. До пламени таких концепций просто не существовало. Все было максимально однотипно и однородно. Но помимо разделения, пламя также принесло с собой огромную мощь тем, кто рискнул подойти к нему ближе остальных. Первыми получили души из пламени 4 нижайших существа, которые впоследствии возвысились над остальными. Нито, первый человек, познавший смерть и впоследствии ставший повелителем мертвых. Ведьма из Изолита и ее дочери, ставшие в итоге повелительницами огня и пиромантии. Гвин, повелитель света, и одинокий пигмей, которому досталась темная душа. Он в итоге стал самым первым человеком, хотя о нем довольно быстро забыли. Остальные трое развязали войну с драконами. Неизвестно, кто нанес первый удар и почему, но драконы решили все же дать бой. Гвин и его рыцари со своими молниями сбивали с драконов чешую. Нита насылал на уже уязвимых драконов страшные болезни, а ведьма из Изолита сжигала гигантские деревья, которые были им домом. Ключевым событием в этой войне стало предательство Нагого Сита, первого родившегося дракона. Родился он с отклонениями. Он не был всеведущим, вместо задних конечностей у него виднелись щупальца, вместо привычных крыльев тонкие и слабые, как у мотылька, а вместо чешуи, делающей драконов практически неуязвимыми, голая бледная кожа. Из-за этого он был одержим поиском бессмертия, поиском способа стать таким же, как его собратья. Но жизнь среди драконов, ничего не желавших и ни к чему не стремившихся, не могла ему этого дать. В безысходности он решился на страшный шаг – предательство, и рассказал новым богам обо всех уязвимостях драконов. С помощью Нагого Сита боги победили в войне и истребили драконов. Так началась эпоха огня. За свое предательство Нагой Сит получил от Гвина часть его великой души, а также звание герцога и владения, на которых впоследствии Нагой Сит выстроил огромную библиотеку и продолжил свои поиски бессмертия. Сам же Гвин основал королевство Лордран и великий город Анор Лондо, в котором и поселился с остальными богами,
также нашедшими свои уже более слабые души в первородном пламени. Ведьма основала город Изолит в низинах, который впоследствии ушел под землю и был накрыт гигантским куполом, подальше от посторонних глаз. А Нита поселился в скромном склепе, соединенном катакомбами с многочисленными кладбищами по всему королевству. И только лишь забытый всеми пигмей разделил свой дар с остальными, и как обычный человек прожил свою жизнь и умер. Сами же люди разбрелись кто куда. Кто-то остался в Лордроне, кто-то основывал отдельные королевства, а кто-то уходил странствовать и осваивать далекие земли. Один из таких великих людских городов мы даже посещаем по ходу сюжета. Новый Лондо, построенный прямо под Анор-Лондо и управляемый 4 великими людскими королями, которым Гвин в знак признательности даже подарил часть своей великой души. Так и протекала эпоха огня. В постройке великих крепостей и городов, в научных и магических открытиях, проще говоря, в процветании, как эпоха прогресса и развития во всех отношениях. Эдакий рассвет самых разных цивилизаций. Но там, где рассвет, рано или поздно наступит закат. Все хорошее рано или поздно заканчивается. Вот и первородное пламя начало гаснуть, из-за чего свет постепенно уходил из этого мира. А вместе с гаснущим пламенем пришло и проклятие нежити. Дело в том, что люди, подверженные проклятию, перестали умирать. Каждый раз они возвращались к жизни, но каждый раз в них оставалось все меньше человеческого. Желание, стремление, память. Все, что делало их самими собой, после каждой смерти или просто со временем куда-то исчезало. И так постепенно не оставалось ничего, кроме пустой оболочки. Оболочки, которые впоследствии прозвали полами. Кто-то пытался бежать подальше из Лордрона, куда проклятие, возможно, еще не дотягивается. Кто-то пытался уничтожать нежить или свозить ее в отдаленные прибежища, напоминающие тюрьму. А кто-то пытался искусственно все же продлить эру огня, но все это было тщетно. Проклятие так или иначе добиралось до каждого, а пламя продолжало гаснуть. Зато эти попытки с каждым разом все сильнее уродовали и без того агонизирующий мир. Ведьма из Изолита, обладая великой душой огня, попыталась воссоздать первородное пламя, но вместо этого только привнесла в мир первородный хаос. Сама ведьма стала воплощением этого хаоса, а город Изолит погрузился в магму и был захвачен ордами демонов. Демоны не остановились на Изолите, и несмотря на все попытки их уничтожить, до сих пор иногда встречаются по всему Лордрону. А те немногие жители Изолита, что пережили этот кошмар, навсегда мутировали. Там, где меньше света, там больше тьмы. Помимо проклятия в этот мир также начала врываться бездна. Бездна — это бесконечное черное ничего. Полная противоположность свету, концентрированная тьма. Вполне возможно, если ее не удерживать, она со временем поглотит вообще весь мир, но до конца это не ясно. Изучена она очень плохо, ведь всяких мутаций и прочих звездюлей от нее получали намного больше, чем информации. И пока она вспыхивает только локально, в человеческом городе Алачиль и в уже описанном Новом Лондо, никто как-то не решался рискнуть. Каждый раз ее удавалось сдержать, и в обоих случаях это случалось благодаря великому рыцарю Гвина, сэру Арториасу. Его впоследствии прозвали Аббис Волкер, ходящий в бездне. Он вошел в бездну и сразил ее, остановив ее распространение. Но после этого его никто никогда не видел. В итоге эта история стала легендой и даже собрала вокруг себя небольшой культ. Могила Арториаса еще долго являлась объектом паломничества и защиты. Но все это помогало очень слабо. Попытки отсрочить неизбежное, если не вредили, то помогали несущественно. Целые королевства превращались в руины, а мир продолжал агонизировать. Именно в таких условиях на сцену выходим мы, никому неизвестная нежить, коротающая остатки своего существования в северном прибежище, куда нас свезли вместе с кучей таких же бедолаг, как и мы. Правда, без толку. В этом всеми богами забытом месте хоть какой-то рассудок, кажется, сохранили только мы. Так бы мы и сходили с ума, если бы в один момент нам в камеру не упал ключ от нашей клетки. Рыцарь из далеких земель попытался нас освободить, но впоследствии поплатился. Местный демон, невольно выполняющий роль надзирателя, пробил телом рыцаря крышу. Но на последнем издыхании тот поведал нам,
что в его семье давно ходила легенда об избранной нежити, которая должна сбежать из такого прибежища и совершить паломничество в Лордран, землю древних богов. Не сразу, но мы все же побеждаем демона, удерживающего нас от внешнего мира, и вырываемся из этого проклятого места. Теперь наш путь лежит в Лордран. Само королевство уже давно представляет из себя руины, а найти здесь человека в своем уме – это своего рода достижение. Но нам везет, и первый встреченный нами человек не только не враждебен, но еще и умудряется нам немного помочь, если это можно так назвать. There are, actually, two bells of awakening. One's up above in the undead church. The other is far, far below, in the ruins at the base of Blight Town. Ring them both, and something happened. Brilliant, right? Not much to go on. But I have a feeling that won't stop you. Проходя через многочисленные руины королевства, встречая друзей и врагов, и узнавая по крупице многое из того, что я сказал выше, мы наконец-то бьем в эти колокола. И кое-что действительно происходит. Врата крепости Сена, на которые мы наткнулись по пути к одному из колоколов, теперь открыты. А еще после этого нам является он. I am the primordial serpent, King Seeker Framt, close friend of the great Lord Gwyn, chosen undead. Your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. To this end, you must visit Anor Londo and acquire the Lord Vessel. Мы решаем послушаться Фрамта. Теперь наш путь лежит в открывшуюся нам крепость Сена. Пройдя все ее ловушки и победив огромного голема, мы добираемся до вершины крепости, а оттуда в Анор-Лондо, город богов. В самом Анор-Лондо мы встречаем прекрасную Гвиневер, дочь лорда Гвина и принцессу Света. Она дает нам великую чашу, артефакт, который пригодится нам в будущем и который позволяет нам свободно перемещаться между кострами, которые мы возжигали ранее. Помимо этого, она наставляет нам слушаться Фрамта и, подобно ему, говорит нам преуспеть там, где не смог лорд Гвин. Когда мы возвращаемся к Фрамту с Великой Чашей, он радуется, что у нас получилось, и нарекает нас той самой избранной нежитью из пророчества, а затем переносит нас к воротам горнила Первого Пламени. К этим воротам мы возлагаем Великую Чашу. Теперь же нам нужно наполнить эту чашу всеми кусками Великой Души, а именно забрать их у всех существ, которые первыми взяли себе души в Первородном Пламени. The beings who possess these souls have outlived their usefulness, or have chosen the path of the wicked. As the primordial serpent, I implore you to defeat them and claim their souls. Let there be no guilt. Let there be no vacillation. Теперь наш путь лежит в подземные катакомбы к повелителю могил Нита, которого мы побеждаем прямо в его склепе. Затем в закрытый огромный куполом затопленный лавой и переполненный демонами город Изолит, в котором мы побеждаем ложе Хаоса, бывшая некогда ведьмой из Изолита, чье имя уже давно потеряно в веках. После этого наш путь лежит в архивы герцога, Нагого Сита. Сит превратил свой дом в гигантскую библиотеку и в поисках бессмертия постоянно проводил эксперименты. Результаты этих экспериментов мы встречаем по ходу всего прохождения, но данное место заполнено ими доверху. Тем не менее, пробираясь через архивы и кристальную пещеру, мы все же убиваем Сита и забираем осколок Великой Души Гвина, дарованный ему. Остаются только 4 короля Нового Лонда, которым Гвин также даровал осколок своей Великой Души, но есть проблема. Мало того, что Новый Лондо — это, по сути, затопленный могильник, так еще и сами короли на данный момент находятся в глубине этого места, в бездне. Когда затопили Новый Лондо, бездна перестала распространяться, но никуда не делась. А единственным, кто за всю историю смог беспрепятственно ходить по бездне, был сэр Арториас, про которого я уже рассказывал. Теперь нам предстоит в пучине Королевского леса найти могилу Арториаса, и после победы над его старым другом, Волком Сифом, получить кольцо, которое позволит ходить по бездне и нам. С этим кольцом мы побеждаем 4 королей,
И когда все необходимые души собраны, нам открывается дорога в горнило первого пламени. По размеру этого места, по количеству пепла вокруг и по состоянию местных строений можно представить, каковы были масштабы первородного пламени. Пламени, от которого нынче почти ничего не осталось. Только сошедший с ума старик, который до последнего защищает то немногое, что у него осталось. Он пришел сюда в надежде, что если он хотя бы пожертвует собой, это хоть немного продлит эру огня. Когда лорд Гвин повержен, мы возжигаем последний костер, пламя охватывает нас и все вокруг, разгораясь с новой силой. Эра огня, вроде как, продолжается. Но есть и другой вариант развития событий. Если мы убьем 4 королей до того, как возложим великую чашу на алтарь, в бездне нам явится другой первородный змей — Каас. И в отличие от Фрампта, он поведает нам совершенно другие вещи. В его версии нет никакой избранной нежити, нет пророчества с этими бубенцами. Зато есть базовая информация об устройстве мира. Именно Каас рассказывает нам все то, что мы видели в начальной заставке. А еще Каас говорит о том, что деяния Гвина с принесением себя в жертву с целью продлить эру огня по сути своей противоестественны. Эра тьмы должна наступить рано или поздно. Ведь тьма в этом мире не является плохой или хорошей. Эра тьмы — это просто эра людей. Ведь именно люди имеют те самые темные души, которые вынесены в название. Действия Гвина, начиная с создания костров и заканчивая свозом проклятых в эти прибежища нежити, продиктованы исключительно страхом. Ведь рано или поздно среди людей должен был появиться их первый полноценный повелитель, темный повелитель, который и знаменует начало эры тьмы. А Фрампт, подружившись с Гвином, просто решил поддержать его начинание и помочь ему продолжить эру огня. Хотя продлевать эру огня — это по сути своей идти против природы. Именно попытки пойти против природы принесли в этот мир проклятие нежити и вообще каждый раз только уродовали и ломали этот мир еще сильнее. И в таком случае, после победы над Гвином, нам, скорее всего, захочется просто уйти. В таком случае проклятие нежити пропадает. Великие боги остаются только в легендах, а мы становимся первым темным повелителем. Первым повелителем человечества. Я думаю, невооруженным взглядом можно заметить параллели всей этой истории и мифологии уже нашего мира, даже несмотря на мой очень неполный пересказ. А еще точнее мифологии, потому что Lore Dark Souls — это такая сборная солянка. Первоначальное состояние мира по описанию сильно напоминает хаос из древнегреческой мифологии. Сам по себе Гвин, как центральная и отцовская фигура местного пантеона, походит на Зевса со своей любовью к молниям, хотя по внешности и общей воинственности уже ближе к Одину. Замени, кстати, самого Гвина на Зевса, а драконов на титанов, и вот уже получится история становления мира таким, какой он сейчас, из греческой мифологии. Или, например, почти в каждой мифологии есть свой бог мертвых или загробного мира, а здесь есть Нита, который из-за внешности разлагающегося трупа ближе всего подходит к Хель из скандинавской мифологии. Вообще, само разделение на ключевые эпохи, как часть естественного природного миропорядка, по концепции напоминает деление на 4 юги из индуизма. А великий конец света, который не смогут избежать даже боги, как по мне, неплохо так отдает Рагнарёком. Можно еще долго копаться в различных деталях и вспомнить, например, что волка Сифа мы находим посреди леса, а богиню природы в нордической мифологии как раз звали Сиф. Да и в целом концепция огромного волка с мечом во рту напоминает Фенрира, хотя меч у него в пасти располагался немножко иначе. Или можно вспомнить, что Аннер Лондо — это такая смесь Асгарда и Олимпа. Но если вспоминать все детали, тут и лор придется полностью пересказывать, и вообще я немного не к этому веду. Я это все вот к чему. Сейчас вот вдумайтесь. Lore Dark Souls работает одновременно как история и мифология внутри этого мира. Местные боги — это не просто какой-то абстрактный пантеон небесных чуваков. Это пантеон божеств, местные правители и суперзвезды в одном лице. И вся имеющаяся предыстория мира
ну, в общем-то, неплохо работает, в том числе как пропаганда, укрепляющая их власть. А там, где в таких вопросах есть личная заинтересованность, всегда будут фальсификации и прочие офигительные истории. Вот и имеющаяся у нас на руках история мира, как минимум частично, ложь. Как вам, вот, например, Великая война по истреблению драконов, которая не истребила драконов? Помимо Нагого Сита, в процессе прохождения мы можем контактировать еще как минимум с 2, и каждый раз это будут настоящие каноничные трехглазые драконы. Или история Арториаса, ходящего в бездне, который в свое время остановил ее распространение, я выше об этом рассказывал, тоже оказывается ложью. В единственном дополнении к первой части нас затягивает в прошлое. Да, раз время в привычном виде пришло в этот мир именно с пламенем, то с затуханием пламени оно начинает немножко ломаться. Здесь так объясняется местный асинхронный мультиплеер, например. И вот это в том числе. Так вот, нас затягивает в прошлое, как раз в тот самый момент начала распространения бездны, поселения Алачиль. И догадайтесь, что? Сам Арториас, как оказалось, поражен бездной и уже сошел с ума. В итоге именно мы побеждаем Арториаса. Побеждаем Арториаса. Так, да. Побеждаем Арториаса. И самолично останавливаем распространение бездны. Легенда об Арториасе — это легенда об игроке. Но в конце дополнения нам чуть ли не прямым текстом говорят, мол, извини, дружок-пирожок, но для истории будет лучше, если именно Арториаса запомнит за данное деяние. Или дочь Гвина, Гвиневер, еще одна местная суперзвезда. Ее рисуют, у ее последователей есть целый ковенант, куда мы даже можем вступить. Только вот ее самой в игре на самом деле нет. Если попытаться ей навредить, то она исчезнет, потому что это иллюзия. Как и весь солнечный Анерлондо, который на самом деле выглядит сейчас примерно вот так. Иллюзию сделал сын Гвина, Гвиндолин, которого отец спрятал от всех, ведь тот родился с отклонениями. У него вместо ног были змеи почему-то. Кстати, я вот упомянул 2 детей Гвина, но ведь был как минимум еще один. Первенец Гвина, бог войны. И в итоге мы даже его имени не знаем. Под него остались постаменты, можно найти его разрушенные статуи, но в остальном практически ничего не известно. А все потому, что в один момент он предал Гвина. Из описаний некоторых предметов можно узнать, что когда-то Гвин его очень любил, но сын его предал и сделал что-то, что заставило в нем разочароваться. И в итоге Гвин решил попросту вычеркнуть его из истории. Из-за этого мы не то что его внешности, мы даже его имени узнать не можем. Ну и в целом из таких подозрительных эпизодов, наверное, все. Ну так-то были еще эксперименты Нагого Сита, для которых он очевидно похищал даже простых людей, а правящая верхушка просто закрывала на это глаза. Да и небольшая история Хавеля это наглядно показывает. Да и вообще, о чем речь, если у этих людей было отдельное магическое измерение тюрьма, куда они сбрасывали все, что им не нравится. Ну, например, полукровку дракона, потому что, во-первых, в СССР инвалидов нет, а во-вторых, ну, вы видели, что она может вообще, это ж стрёмно. Ну и догадайтесь, как эта полукровка, скорее всего, появилась. Одно только существование нарисованного мира уже как бы намекает, да и в целом большая часть предыстории дается нам с чьей-то перспективой и почти бездоказательно. Мы видим заставку, видим итог в игре, а между этим только белые пятна и офигительные истории. Например, по первой части нельзя даже наверняка сказать, существовала ли Гвиневер на самом деле или с самого начала была иллюзией. Вот так вот. Видик по Дракенгарду через год. История местного мира переполнена белыми пятнами, различными искажениями, фальсификациями и мифами. Но это даже не самое главное. Вообще, в таком контексте было бы даже странно, если бы история нашего главного героя не вписывалась бы в мономиф. Я думаю, каждый, кто хоть немного интересуется кино, литературой или мифологией, уже и так знает, что такое мономиф, но если вдруг кто-то до сих пор не знает, вот вам краткая справка. Мономиф — это что-то вроде структуры, по которой человечество чаще всего создает и рассказывает истории, начиная с древних мифов и заканчивая вашими любимыми блокбастерами. Исследователь мифологии Джозеф Кимбл
в один момент обратил внимание на то, что в целом все истории примерно одинаковые, и даже на разных континентах никак не контактировавшие друг с другом народы всегда рассказывали похожие истории. Плюс у всех этих историй приблизительно одна и та же структура. Джозеф Кимбл взял все эти мифы, а также взял за основу труды различных философов, все это проанализировал и вывел ту самую единую структуру, которую в итоге назвали мономиф. Впоследствии оказалось, что эта структура также очень хорошо подходит для написания и новых сюжетов. Так что, да, история Иисуса, Гарри Поттера и даже не таких, как все, бунтующих девочек в антиутопичном будущем имеют очень много общего. Вообще у мономифа есть несколько вариаций, но мы рассмотрим самую частую из 12 элементов. Первый элемент — обычный мир. Название говорит само за себя. На этом этапе Нео все еще ходит на обычную работу, Люк Скайуокер живет на ферме, а мы все еще чилим в прибежище нежити, с такими же бедолагами, как и мы. Элемент второй — зов приключений. Люк Скайуокер получает сообщение от принцессы Леи, Нео начинает следовать за белым кроликом, а мы получаем ключ от нашей камеры. Элемент третий — отказ от зова. Когда главный герой боится, не знает, что ему делать, и отказывается. В Dark Souls это происходит на первом боссе. Мы можем попытаться бить его единственным имеющимся у нас обрубком меча, но наносимый урон будет смехотворным. И для 99% игроков единственным вариантом пройти дальше будет прислушаться к сообщению на земле, оставленному разработчиками, и убежать в маленький проход сбоку. Да, теперь мы в безопасности, но мы только что отказались от зова приключений. Четвертый этап — встреча с наставником. На пути встречается мудрец, который помогает герою. Зачастую герой получает от него некий важный предмет. В нашем случае это тот самый рыцарь, который сбросил нам ключ. Именно он вручает нам флягу с эстусом, тем самым живительным напитком, который мы всю игру будем использовать, чтобы восстанавливать здоровье. Пятый этап — отправление. Где-то здесь Люк Скайуокер отправляется в Мос Эйсли, а мы улетаем из прибежища нежити, чтобы приземлиться в храме огня. Это тот самый этап, когда герой переступает границы своего привычного мира и стартует настоящее приключение. Шестой этап — испытания, друзья и враги. Название тоже говорит само за себя. Путешествуя по Лордрену, мы найдем себе как друзей, готовых нас чему-то обучить или как-то нам помочь, так и врагов. А различных испытаний нам точно будет хватать. Ну это же Dark Souls в конце концов. Седьмой этап — приближение. На этом этапе приключения героя получает заметный прогресс. Где-то здесь мы встречаем Фрампта, полноценно узнаем о пророчестве и попадаем в Анур-Лондо. Восьмой этап — кризис. Это большое испытание, в котором герой сталкивается со смертью лицом к лицу и уходит с потерями. И тут сам за себя говорит тот факт, что большинство считает Анур-Лондо одной из сложнейших локаций в игре. Арнштейна со Смоугом чуть ли не самым сложным боссом. В фанатском сообществе ее вообще назвали Анал Родео, и явно не без причины. А еще где-то поблизости к этому этапу многие из встреченных нами союзников начинают потихоньку сходить с ума и умирать. Например, Хранительница Огня в нашей хаб-локации. Если мы заранее не обезвредим вот этого подозрительного типа, он ее просто укокошит, и костер в Храме Огня из-за этого потухнет. Девятый этап — сокровище. За пройденное испытание герой получает некоторый важный или ценный предмет. В нашем случае это та самая великая чаша. Десятый этап — дорога домой. На этом этапе герой отправляется обратно. Люк Скайуокер где-то на этом этапе уже сбежал со Звезды Смерти, а мы возвращаемся к Фрампту за дальнейшими указаниями. 11-й этап — перерождение. Герой вроде бы в привычном ему мире, но он уже переродился. И правда, к этому моменту мы уже стали неплохо так прокачавшейся избранной нежитью. И контраст с тем бомжом, которым мы были в самом начале, очень даже бросается в глаза именно здесь, на финишной прямой, где мы по очереди побеждаем самых могущественных существ этого сеттинга. 12-й этап — возвращение с эликсиром. И пока Люк Скайуокер уничтожает Звезду Смерти, чтобы вернуться обратно с уже приобретенным опытом,
У нас с этим все сложнее. Ну, короче, мы просто сгораем. Можно, конечно, сказать, что это мы так приносим себя в жертву вместе с остальными великими богами, и через это самопожертвование возносим себя до их уровня, но звучит это так себе. Это что же, не получается у нас мономиф? На самом деле, все чуть сложнее. Если мы доверяем Фрампту и всей этой теме с пророчествами, то мономиф вполне получается, притом эталонный. Только вот немного ломается в конце. А вот если мы пойдем по ветке Кааса, то начиная с этой встречи все идет совершенно не по вышеозвученному плану. 7 и 8 этап в таком случае меняются местами, ведь победить Волка Сифа и обладателей Осколка Великой Души, 4 королей, на таком раннем этапе, это вот по всем понятиям и лоровым, и геймплейным вызов намного серьезнее, чем дальнейшее постепенное нарастание. Да и в целом, сначала получить серьезный вызов, притом получить практически случайно в рамках шатания по этому миру, а уже потом получить этап с приближением, в котором должно идти вот как раз нагнетание перед этим кризисом, ну как-то выглядит это странно. 9 этап, как мы знаем, тоже полностью искусственный, как и испытание с этими бубенцами. Ничто не помешало бы Фрампту просто принести нам эту чашу, но нет. Надо же постепенно натаскивать нас перед Гвином и прочими обладателями великих душ. Ну и мотивации нам придать через встречу с Гвиневер, чего уж там. Да и 12-й этап с возвращением в таком случае тоже как-то не особо соблюдается, ведь нам некуда возвращаться. Мы наоборот отправляемся в уже полностью новую эпоху, эру тьмы, с совершенно другими правилами. Ну, проще говоря, только дальше идем в неизвестность. И что лежит дальше, уже не способен рассказать нам ни один обитатель этой вселенной. Вот и получается, что мономиф в этой истории по большому счету искусственный. Такой же искусственный, как и многие куски местной мифологии. А теперь вдумайтесь. Мы имеем богатый лор, который нарочито берет много элементов из нашей реальной мифологии и истории, и в рамках этого мира также является смесью мифологии и истории, работает точно так же. Но при этом в нем намеренно оставили много белых пятен, несостыковок и откровенного вранья, которое выгодно тем или иным обитателям этого мира. Мы имеем мономиф в качестве сюжета, но где-то половина этого мономифа — это фикция, призванная нами манипулировать и использовать нас в своих целях. И, наконец, мы имеем целую кучу фэнтези-штампов, призванных затуманить бдительность уже самого игрока, но на практике они каждый раз обманывают наши ожидания. Ведь тьма в фэнтези — это всегда что-то плохое и страшное, а добродушный, нелепо выглядящий наставник со смешными щечками ну ни в коем случае не может оказаться злостным манипулятором, который ведет нашего протагониста на убой. Мне одному кажется, что Dark Souls для жанра фэнтези — это примерно такая же деконструкция, как, например, Spec Ops The Line для жанра военных боевиков. Ну, тех самых, что про военный героизм. И в таком контексте, если Dark Souls нас чему-то и учит, так это тому, как мифология и прочие подобные мета-штуки прекрасно используются для манипуляции. Вы обретете вечную жизнь и будете колесить со мной по дорогам Вальгаллы. Линия Фрампта изобилует вот этим чувством величия, чувством причастности к чему-то большему. В игре, где даже стандартные фэнтези-враги вроде скелетов убивают нас с нескольких ударов, а у нас самих попросту нет четкой мотивации, он появляется максимально вовремя. Он достает этот штамп о древнем пророчестве, он называет нас не «Эй ты, какой-то там случайный чувак», а уважительно, избранной нежитью. Он направляет нас в прекрасное солнечное место, где красивая женщина разговаривает с нами таким же образом. И вообще постоянно обещает нам, что скоро все будет вот как было раньше, все будет хорошо, все будет в кайф, там, наверное, вообще даже не надо будет умирать. Просто нужно, чтобы весь из себя такой распрекрасный ты прогнал эту ужасную тьму. И довериться ему, в общем-то, легко. Ведь тьма фэнтези — это всегда что-то плохое и страшное. Поэтому я на протяжении всего этого ролика говорю «мы», а не главный герой или избранная нежить. Потому что весь этот лор, состоящий из знакомых нам элементов, и история, склепанная из фэнтези-штампов, по большому счету нужна для одной главной детали — манипуляции с помощью культурного кода главного героя
Это в том числе манипуляции с помощью культурного кода игрока. И выбор делаем именно мы, непосредственно своими действиями, игромеханически. А не выбираем строчку диалога, чтобы в красиво срежиссированной кат-сцене за нас действовал какой-то абстрактный главный герой. А вот ветка Кааса обладает совершенно другим настроением. Каас не называет нас избранной нежитью из пророчества, потому что понимает, что, скорее всего, никакого пророчества нет. Вместо этого он называет нас Undead Warrior. ни капли не завышая нашу значимость. Вместо этого он предлагает нам стать кем-то, стать первым темным повелителем. Даже в своей речи он разделяет нас и понятие темного повелителя, ведь таким человеком, нельзя родиться, им можно только стать. Но пока мы этого не сделали. И вместо следования за древними мифами и пророчествами, написанными совершенно другими людьми, он предлагает нам самостоятельно сделать себя кем-то, кого еще не было до нас. Больше указывает на такую возможность, нежели направляет нас по уже заготовленной тропе. Быть ведомым не абстрактными знаками свыше или древними сказками, но только лишь собственной волей. Не подстраиваться под какие-то пророчества, а самостоятельно писать свою судьбу. Именно это и требуется, чтобы полноценно начать эру тьмы, эпоху человечества. Поэтому лично я сформулировал бы главную мысль всей этой истории примерно так. Настоящий человек должен не быть ведомым вещами, которые стремятся написать его судьбу за него. Настоящий человек пишет свою судьбу самостоятельно. Как по мне, очень даже стоящий посыл. И я могу еще порассуждать об огромном количестве интересных вещей. Могу рассказать, что из второстепенных персонажей людей к концу истории умереть сами могут только те, кто тоже стремится вписаться в какие-то рамки, будь то религиозная услужливость или стремление сделать себе славное имя подвигами. Непонятно только зачем и для кого. И главный герой тоже умрет в конце, если просто слепо последует за пророчеством избранной нежити. А вот люди, которые просто стремятся заниматься своим делом и оттачивать любимое ими мастерство, вполне себе доживают до конца, и ничего плохого с ними не происходит. Могу объяснить, что тьма, как вышедшая из-под контроля человечность, поражает только людей алчных, властолюбивых, тщеславных. В общем, замеченных в потакании своим низменным желанием. А вот Лоскутик, персонаж, который сам к богатству не стремится, но очень любит наказывать за алчность, вполне себе доживает до конца. И во многом именно поэтому в случае выбора темной концовки у нас на подобный исход нет даже намека. Ведь восстановить естественный порядок вещей — это, в общем-то, по мнению игры, достаточно благородное намерение. Могу порассуждать о том, что дихотомия света и тьмы — это, по сути, дихотомия между цивилизованной, так сказать, стороной человека уже реального и низменным животным, если хотите, его началом. Ведь так называемая вышедшая из-под контроля человечность для людей ничуть не лучше, чем стагнация эпохи огня с проклятием нежити. А в темной концовке мы, по сути, находим баланс между этими двумя стезями. Могу задвинуть гигантскую телегу о том, как Dark Souls вообще относится к смерти. Ведь когда местные персонажи начинают забывать о том, что, вообще-то все мы смертные, у них зачастую начинаются проблемы. Да и в целом игра постоянно стремится напомнить нам тот самый латинский фразеологизм. Но помимо этого игра также учит нас и тому, что это, в общем-то, не так плохо. Ведь смерть — это единственное, что придает какой-никакой смысл любым нашим действиям. И правда, те же драконы, пока им ничего не угрожает, просто сидят и ничего не делают, потому что... зачем тратить время куда-либо, если у тебя его и так бесконечно? И рано или поздно ты все равно потратишь его, буквально на все, на что только в принципе можно его потратить. А потом еще раз, и так до бесконечности. А проклятие нежити, лишающее тебя всех стремлений и желаний, но делающее тебя бессмертным, в таком контексте, совсем уж жирнющая аллюзия. Ведь по большому-то счету между этими двумя намного больше общего, чем может показаться. И вдогонку ко всему этому могу еще также объяснить, что, в общем-то, напоминать нам о смерти и рассуждать о ней — это очень несвойственное для подобных проектов занятие. Ведь фэнтезийные экшены от третьего лица, как правило, наоборот, стремятся нас развлечь и, в общем-то, о смерти забыть.
Могу приплести ко всей этой истории извечную и горячо любимую азиатами дуальность индивидуализма и коллективизма, ведь первый человек разделил свой дар с такими же пигмеями, в то время как боги и младшие боги нашли себе души в пламени сами и ни с кем даже осколками своей души не делились. Ну, за исключением Гвина, что во многом в том числе и делало его идеальным правителем, шатко-валко, но нашедшим баланс. И ведь ко всему этому еще можно приплести историю уже реальную, в которой азиаты долгие века уступали западным цивилизациям. Но сегодня баланс сил заметно меняется с каждым годом. Могу пояснить за прекрасный визуальный сторителлинг, которого здесь много, и который зачастую рассказывает ту или иную историю намного лучше, чем смогли бы, в общем-то, любые слова. В конце концов, могу просто заключить, что Dark Souls, как произведение, доносит свою мораль и воздействует на своего игрока таким образом и на таком тонком психологическом уровне, на котором возможно это делать только в играх. Я все это могу, но зачем? Ведь все мы помним, что сюжета в ней нет, а есть только лор в описании их предметов с предысторией той или иной локации. И ведь какого игражура не спроси, у какого обывателя не поинтересуйся, почти все в один голос скажут вам именно это. Ну или как-то так. Живите с этим. Я не нашел, куда это в тексте можно вписать, но не поделиться этими мыслями я не могу. Короче, тот самый напиток, который лечит нас на протяжении вот всего прохождения. Эстус. Это на самом деле пиво. Я не шучу. Ну, примерно на том же уровне, что Гвин — это местный Зевс, Эстус — это местное пиво. И я вам это могу доказать. Что такое вообще Эстус? Эстус — это прежде всего жидкий огонь. Сами фляги Эстуса, судя по описанию, создаются из душ хранительниц огня, либо создаются с их помощью, а наполняются они только у костров. А в свою очередь огонь в этом мире стал чем-то вроде олицетворения цивилизации. В конце концов, только с приходом первородного пламени и только благодаря его дарам мир преобразился от этого к этому. А обитатели мира перестали жить вот так и начали жить вот так. Можно сказать, что благодаря пламени в этот мир вообще пришла первая цивилизация в привычном нам виде. А знаете, какая цивилизация была первой уже в нашем мире? Ну, во всяком случае, самая древняя из известных. Шумерская. Шумеры — это ребята, которые, между прочим, еще за пару тысяч лет до строительства пирамид уже построили свою полноценную цивилизацию в местечке под названием Месопотамия, или, проще говоря, Междуречье. Например, своя полноценная юриспруденция была у них еще за тысячелетия до знаменитого римского права, или историческая наука в привычном нам виде по сути, тоже уходит корнями именно к шумерам. Ведь именно на шумерских раскопках обнаружили древнейший из найденных исторических документов. И что бы вы думали, даже письменность, как привычная и настолько важная для любых цивилизаций, начиная с нашей современной и заканчивая какими-нибудь древними греками, тоже корнями уходят в древнюю шумерскую клинопись. А знаете, с чего началась вся эта история с письменностью? С пива. Ну, точнее, с хлеба и пива. Когда люди научились по-настоящему эффективно выращивать зерно и превращать его в эти замечательные продукты, тогда и появилась потребность в письменности. Нужно же было считать, сколько еды было произведено, кем оно было произведено, на чьей земле оно производилось, ну и так далее и тому подобное. И я не шучу, когда говорю, что весь этот процесс был очень сильно завязан на пиве. На самом деле огромное количество шумерских памятников повествует нам о пиве. Пиво было у них действительно самым главным напитком, как, кстати, и у египтян впоследствии. У шумеров была даже своя богиня пива, Нинкаси, кстати, появившаяся из чистой родниковой воды. Сделанный из зерна алкоголь, который мы, кстати, находим в составе практически всех шумерских лекарств, найденных нами рецептах, играл в обществе не меньшую роль, чем алкоголь играет сейчас, а то и большую. Алкоголь вообще был таким маркером цивилизации. И многие связанные с ним традиции идут прямиком из Междуречья Бронзового века. Если тема шумеров и вообще истории в принципе вас интересует, то я оставлю в описании ссылку на вот это замечательное видео с канала Red Room. Чтобы вы вообще понимали важность пива в шумерской культуре, вот вам простой факт. Именно шумерам принадлежит древнейший эпос, известный человечеству — сага о Гильгамеше. И начинается этот эпос с того, что дикарь Энкиду, сайдкик главного героя, живет среди зверей, пока его не угостят пивом, и он таким образом не причастится к цивилизации. А теперь давайте вернемся в Dark Souls с его Эстусом и просто вспомним, зачем нам этот ваш Эстус вообще нужен,
но, собственно, в самой игре. Эстус нас лечит, то есть оберегает нас от смерти и не дает нам превратиться из человека обратно в полого, или из полого в еще более запущенного полого. То есть из этого вот в это. Итого, что мы имеем? Олицетворение цивилизованности и прогресса, только в жидком виде, которое позволяет нам не скатиться к аналогу животного существования. Ничего не напоминает вам такое описание? Так что да, повторюсь, в той же степени, что Гвин метафорически является местным Зевсом, Эстус — это местное пиво. Господа, по такому поводу, за цивилизацию. И раз уж у нас такой своеобразный тост, хочу пожелать вам беречь себя в это нелегкое время, по возможности не попадать под наглые манипуляции, и чтобы новый проект от этих же людей, Elden Ring, получился как минимум интересным. Ваше здоровье. Let me guess. Fate of the undead, right? Well, you're not the first. Sif, there you are. All of you, forgive me. This is your fate. Still human, are you? Your fate is to succeed the great Lord Gwyn, so that you may link the fire, cast away the dark, and undo the curse of the undead. Очень не хочется вам в очередной раз рассказывать, как сложно работать над такими большими видосами, но скажу, это сложно. И поэтому еще один тост. За вас, мои горячо любимые. За каждого, кто продолжает ставить лайки, делать репосты, комментировать и вообще всячески оказывать информационную поддержку этим видосам. Вы все замечательны. И я буду очень рад, если вы продолжите этим заниматься. Даже несмотря на не очень хайповые темы. А еще отдельный тост я, пожалуй, подниму за Сенбон Закура, Ларгар, Soul Zombies, Кеша Попугай, Диман 139 и прочих замечательных людей, от которых поддержка идет самая сильная, а именно на Бусти. Если тебе по душе такие видео, то первая ссылка в описании для тебя. Даже минимальная подписка в 70 рублей – это уже ощутимая помощь. В конце концов, все эти видео я делаю целиком и полностью в одиночку. Только лишь иногда с некоторой минимальной помощью кого-то со стороны. Там вот, например, с превьюхами мне помогают, то есть вот на таком уровне. Так что да, 70 рублей это, вообще-то покушать один раз. Лично для меня. Ну а всем остальным спасибо, что досмотрели до конца. В ближайшее время постараюсь почаще выходить на связь посредством прямых трансляций. Но ключевое слово «постараюсь». Если честно, этот видос меня просто нахер вымотал. Так что до релиза Киберпанка чур я амеба, и где-то за пределами стримов меня нет. Может еще в группе ВК. Короче, все вы поняли. Всего вам самого-самого, и еще увидимся.